Представьте себе человека с блестящими механическими шестеренками на руке или портрет, который настолько реалистично проработан, что кажется, будто под кожей спрятан экран с фотографией. А как насчет паука на шее, который невольно заставляет прохожих вздрагивать? Все это не просто спецэффекты или трюки. Современные тату-мастера способны превратить человеческое тело в настоящий холст для произведений искусства, используя лишь пигменты и иглы. Присаживайтесь поудобнее, сегодня мы поговорим о самых реалистичных, невероятных и оригинальных татуировках в мире. Фотореализм. Представьте, что вам нужно писать картину маслом, но вместо кисти у вас вибрирующая машинка с микроскопической иглой, а под ней человеческая кожа и никакого права на ошибку. Художник должен в совершенстве владеть техникой, чтобы создавать плавные тени, точно подбирать цвета, учитывая, как они будут выглядеть под слоем кожи, и уметь адаптировать изображение под естественные изгибы тела. Еще в 70-х в подпольных салонах Америки первые смельчаки пытались перенести на живую кожу настоящие фотографии. Потребовалось почти 30 лет экспериментов, чтобы наступил переломный момент, и в арсенале мастеров появилось принципиально новое оборудование. Машинки с ювелирной точностью прокола, иглы невероятной тонкости, пигменты с повышенной цветопередачей. Внезапно оказалось, что человеческая кожа может быть не просто поверхностью для рисунка, а полноценным художественным пространством, где игра света и тени создает эффект объема и глубины. Современные технологии открыли художникам поистине безграничные возможности. Специальные машинки с регулируемой глубиной прокола позволяют работать с разными слоями кожи, создавая эффекты, которые раньше были невозможны. Пигменты нового поколения сохраняют яркость десятилетиями, не выцветая и не теряя четкости. Но парадокс в том, что все это сверхсовременное оборудование всего лишь инструменты в руках мастера. Представьте себе работу, где каждый квадратный дюйм кожи обрабатывается по несколько часов, где мастер наносит до 30 микроскопических слоев пигмента, где игра света и тени просчитывается с математической точностью. Сегодня, глядя на лучшие работы в стиле фотореализма, зрители часто задают один и тот же вопрос. А это точно рисунок? Портреты, в которых можно разглядеть каждую пору кожи, капли воды, которые хочется стереть рукой, механические детали, будто вживленные под кожу, все это уже не фантастика, а реальность современного тату-искусства. Ценность опыта и таланта подчеркивает наличие таких мастеров, как Нико Хуртадо. Для поклонников нательной живописи его имя звучит почти как синоним совершенства. Этот американский мастер из Лос-Анджелеса буквально за год работы стал настоящей легендой, подняв искусство фотореалистичной татуировки на невиданную высоту. Но цены у мастера соответствуют его статусу. Минимальная стоимость одного сеанса начинается от $2000, а на крупный проект, желающему украсить себя очередным шедевром мастера, придется раскошелиться на крупную сумму от 30 до 50 тысяч долларов. Но проявлять характер следует не только мастеру. Представьте, как неподвижно провести десятки часов, терпя постоянное жжение от сотен игл. Боль– неизбежный спутник этого процесса, и ее интенсивность варьируется от терпимого дискомфорта до настоящего испытания на прочность. Особенно сложными считаются зоны с тонкой кожей и близко расположенными костями ребра, ключицы, колени. Внутренняя поверхность рук. Даже опытные мастера признаются, около 15% клиентов не выдерживают и прерывают работу, особенно во время длительных сеансов на сложных участках тела. Люди выбирают фотореализм по разным причинам. Кто-то хочет сохранить на теле точное изображение дорогого человека или памятного места. Другие получают эстетическое удовольствие от ношения на себе высокого искусства, а некоторые просто стремятся к максимально уникальному самовыражению. Анатомия и биомеханика. В мире реалистичных татуировок существует особое направление, заставляющее прохожих остановиться и разглядывать их обладателя. Речь идет про работы, которые обнажают переплетение мышц с такой точностью, что они стирают грань между искусством и медицинской иллюстрацией. Лучшие мастера этого направления годами изучают медицинские пособия, посещают анатомические театры и вникают в тонкости мышечной динамики, чтобы достичь абсолютного реализма в своих работах. Наиболее впечатляющие экземпляры этого жанра создают эффект частичного вскрытия, когда один участок тела выглядит совершенно обычным, а соседний будто лишен кожи, демонстрируя идеально проработанную мускулатуру. В этих работах важна каждая деталь: направление мышечных волокон на спине, имитирующая настоящую анатомическую структуру, игра света и тени на рельефной поверхности, плавные переходы между разными мышечными группами.
Особое мастерство требуется при создании динамических изображений. Художник должен предугадать, как будет меняться рисунок при движении тела. Отдельно в этом искусстве встали работы в стиле, где органическая анатомия встречается с механическими элементами. Здесь перед мастером стоит сложнейшая задача — создать убедительный симбиоз живой ткани и технологических компонентов. Эти татуировки заставляют нас по-новому взглянуть на собственное тело, увидеть в нем не просто оболочку, а невероятно сложный и прекрасный механизм, достойный быть увековеченным в искусстве. Они становятся наглядным напоминанием, что под тонким слоем кожи скрывается целая вселенная биологического совершенства. Не менее эффектны татуировки, раскрывающие костную структуру, настоящие шедевры анатомического реализма, где человеческое тело превращается в живой учебник по остеологии. Кости, проступающие сквозь тонкий слой кожи, создают жутковато прекрасный эффект живого скелета, особенно когда при движении тени играют между нарисованными костными пластинами. Позвоночник становится центральной осью, вокруг которой раскрывается вся композиция тела. Художник, работающий в этом направлении, должен обладать знаниями, достойными преподавателя медицинского вуза, понимать расположение костных ориентиров, учитывать естественные изгибы суставов. Отдельная категория — это фантастические анатомические тату, где под кожей обнаруживаются несуществующие в природе элементы. Это могут быть часовые механизмы вместо внутренних органов, кристаллы вместо костей или целые космические галактики в грудной клетке. Такие работы особенно популярны среди любителей киберпанка и научной фантастики. Процесс создания подобной татуировки в среднем занимает около 30 часов. Конечно, работа разбивается на несколько сеансов, что не делает процесс менее болезненным и тяжелым. Сначала художник тщательно изучает анатомию клиента, отмечая особенности мышечного рельефа и движения кожи. Затем создается эскиз, адаптированный под конкретное тело. То, что идеально смотрится на одном человеке, может не работать на другом из-за индивидуальных анатомических различий. Нанесение требует особой техники. Мастер использует сложные градации черного и серого пигментов для создания эффекта глубины, тщательно прорабатывает светотени, чтобы изображение взаимодействовало с реальными мышцами клиента. Особое внимание уделяется участкам перехода между настоящей кожей и рисунком. Безусловно, для должного эффекта границы должны выглядеть максимально убедительно. Однако из-за сложности исполнения такие работы должны делать только опытные мастера, специализирующиеся на анатомическом реализме. Неудачная работа может превратиться в неразборчивое темное пятно, так как предполагает использование большого количества теней. Кроме того, с возрастом при наборе или потере веса такие татуировки могут деформироваться сильнее, чем обычные, теряя свою реалистичность. Поэтому набивать их можно только в специализированных местах у проверенных мастеров с обширным портфолио. Стоимость работы такого уровня значительно выше среднего. Цена обусловлена не только временными затратами, но и необходимостью использования высококачественных пигментов, которые сохранят четкость изображения на протяжении лет. Стоимость среднего сеанса такого уровня начинается от $500, а количество сеансов определяется сложностью и масштабностью задуманного проекта. Это навсегда? Но что, если результат работы вас не удовлетворил? Неужели теперь нежеланный рисунок с вами навсегда? Еще 2 поколения назад татуировка была приговором. Выведенные кустарными методами рисунки оставались на коже навсегда и в лучшем случае оставляли после себя уродливые шрамы, которые выглядели порой хуже самой татуировки. К счастью, наука подарила решение. Лазерные аппараты буквально дробят пигмент на микроскопические частицы, которые постепенно выводятся организмом. Но не обольщайтесь, это не мгновенный процесс. Один сеанс может быть не менее болезненным, чем нанесение татуировки, а некоторые описывают его как пытку раскаленными иглами. Причем сеанс потребуется далеко не один. Полный курс удаления рисунка может вполне растянуться на полгода. Черные татуировки исчезают относительно легко, а вот зеленые и желтые пигменты могут оказаться практически неуязвимыми. Самый творческий подход — это перекрытие. Опытные мастера превращают старую тату в совершенно новое произведение. Но здесь есть нюансы. Новое изображение должно быть темнее и крупнее оригинала. Но если несколько перекрытий не дало желанного результата, можно пойти на более отчаянные меры. Для этого существует такое направление, как Blackwork — мощное монохромное покрытие больших участков тела плотным черным пигментом. В отличие от обычного перекрытия, здесь речь идет о тотальном преобразовании. Руки, ноги, даже целые торсы превращаются в живые скульптуры из черного бархата. Но такое уже вывести будет практически невозможно, поэтому идея закрасить неудачную татуировку черной краской должна быть предельно взвешенной. Какой главный совет дают специалисты? Лучший способ избежать удаления татуировки — это тщательный подход к ее выбору. Сделайте временный вариант хной, поносите его неделю-другую, внимательно выбирайте мастера, изучайте портфолио, читайте отзывы. И помните, татуировка должна быть осознанным выбором, а не импульсивным решением.
Ведь современные технологии хоть и дали нам вторую попытку, но идеального способа стереть прошлое все еще не изобрели. Помните? Татуировка — это история, начертанная на вашей коже. Убедитесь, что это история, которую вы захотите перечитывать всю жизнь. Татуировки из древности. Для многих процесс нанесения татуировки сродни созданию личной истории. Например, в наши дни все больше людей отправляются в разные страны, чтобы сделать татуировки у мастеров со всего мира, превращая свое тело в уникальную коллекцию. Знаете ли вы, что один из самых востребованных мастеров на планете вот это долгожительница из Филиппин? В свои 108 лет она до сих пор не утратила свой талант и с удовольствием украшает тела клиентов татуировками, используя исключительно древнюю национальную технику в ее первозданной форме. В ее руках нет электрической машинки, только бамбуковая палочка, шип цитрусового дерева и чернила, приготовленные из сосновой сажи, смешанной с водой. Каждая линия, нанесенная руками Ван От, несет в себе глубокий сакральный смысл. Сегодняшние посетители часто выбирают символы, связанные с силой, защитой или связью с природой, хотя многие просто хотят получить любой узор из рук легендарной мастерицы. Интересно, что сама Ван Гог никогда не покидала свою деревню, и несмотря на это, ее хижина превратилась в место настоящего паломничества, куда ежедневно стекаются десятки людей со всего мира, готовых преодолеть долгий и трудный путь ради нескольких символов на своей коже. Уставшие путешественники, покидая ее хижину с чувством выполненного долга, буквально светились от счастья. Светящиеся татуировки. Кстати, светиться могут и сами татуировки. Идея заставить рисунки на коже излучать свет долгое время существовали на границе между мифом и реальностью. История этого направления полна экспериментов и удивительных открытий, а современные технологии постепенно превращают мечту о тату-светлячках в осязаемую перспективу. Современный этап развития светящихся тату начался с появления относительно безопасных чернил, видимых только под ультрафиолетовым светом. Эти составы стали компромиссным решением. Они не светятся самостоятельно в полной темноте, но зато создают потрясающий эффект проявления при специальном освещении. Эстетика светящихся тату развивается параллельно с технологиями. Наиболее популярны сейчас несколько направлений: космические мотивы, подводные сюжеты, футуристичные схемы, напоминающие электронные платы и абстрактные энергетические потоки. Особенно эффектно выглядят работы, где обычные чернила сочетаются со светящимися элементами, создавая многослойное изображение, меняющееся в зависимости от освещения. Однако главный камень преткновения заключается в безопасности такого подхода. Большинство существующих люминесцентных составов содержат фосфор или другие потенциально токсичные элементы, что делает их непригодными для сертификации в качестве косметических средств. Альтернативные разработки на основе органических соединений пока либо слишком недолговечны, либо недостаточно яркие. Несмотря на все сложности, исследования в этой области продолжаются. Ведущие производители тату-материалов инвестируют в разработку безопасных люминесцентных составов, а некоторые частные студии уже предлагают экспериментальные процедуры с использованием усовершенствованных чернил. Возможно, через несколько лет мы станем свидетелями появления по-настоящему безопасных и долговечных светящихся татуировок, которые смогут изменить наши представления о боди-арте. Сегодня светящиеся татуировки остаются нишевым продуктом для смелых экспериментаторов. Они существуют в странном промежуточном состоянии. Уже не фантастика, но еще не повседневная реальность. Как его и многие революционные технологии, они проходят через стадию скепсиса, прежде чем возможно стать таким же обычным явлением, как цветные татуировки в свое время. Трэш-полька. Представьте татуировку, которая выглядит так, будто ее создавали во время урагана. Черно-красные кляксы, рваные линии, фотографии, разорванные в клочья и текст, который кто-то яростно пытался зачеркнуть. Это не ошибка мастера и не результат спора. Это трэш-полька, самый бунтарский стиль в мире тату, где хаос становится высшей формой искусства, а несовершенство — осознанным эстетическим выбором. В эпоху, когда татуировки превратились в массовое явление, трэш-полька остается последним бастионом настоящего протеста. Философия трэш-польки глубже, чем может показаться на первый взгляд. Это проявление тщательно продуманного хаоса, где каждый элемент занимает строго отведенное ему место. Мастера направления сравнивают свою работу с музыкальной импровизацией. Кажущаяся спонтанность на самом деле строится на четких правилах и многолетнем опыте. Черно-красная палитра создает драматическое напряжение. Фотографические фрагменты сталкиваются с абстрактными формами, а грубые текстуры имитируют следы вандализма, будто кто-то пытался уничтожить рисунок, но не довел дело до конца.
Технически трэш-полька остается одним из самых сложных направлений в тату-искусстве. Художник должен одновременно владеть техникой фотореализма, понимать законы абстрактной композиции и чувствовать динамику уличного искусства. Процесс создания такой татуировки напоминает сборку сложного коллажа. Сначала наносится черная основа, затем добавляются кроваво-красные акценты, а завершают композицию графические элементы – цифры, буквы, механические детали, вписанные с видимой небрежностью. Особенность трэш-польки – ее удивительная способность превращать старые неудачные татуировки в новые произведения искусства. Благодаря сложной многослойной структуре и агрессивной текстуре этот стиль идеально подходит для перекрытия предыдущих работ. Многие сознательно выбирают трэш-польку, чтобы не просто замаскировать молодежные ошибки, а превратить их в часть нового визуального нарратива. Критики часто упрекают направление в излишней мрачности и агрессивности. Действительно, классическая трэш-полька — это не про нежность и не про эстетику социальных сетей. Это выбор тех, кто воспринимает тело как пространство для высказывания. Типичные сюжеты включают разрушенные архитектурные элементы, лица, распадающиеся на пиксели, механизмы, прорастающие сквозь плоть, и текстовые фрагменты с эффектом намеренной стертости. Современная трэш-полька продолжает эволюционировать, вбирая в себя элементы киберпанка, глич-арта и даже цифровых технологий. Некоторые мастера экспериментируют с дополненной реальностью, позволяя своим работам оживать через специальные приложения. Но суть направления остается неизменной. Это искусство для тех, кто находит красоту в несовершенстве, гармонию в диссонансе и смысл в кажущемся хаосе. Возможно, именно поэтому, несмотря на всю свою брутальность и сложность, это направление продолжает привлекать новых последователей по всему миру. Татуировки давно перестали быть просто украшениями. Сегодня это полноценное искусство, способное удивлять, провоцировать и рассказывать целые истории без единого слова. От реалистичных анатомических шедевров до остроумных тату продолжают стирать границы между телом и творчеством. Возможно, именно в этом и есть главная магия татуировок. Они напоминают нам, что человеческое тело – самый удивительный холст. Способный нести в себе не только красоту, но и смысл. А на этом все. Спасибо за просмотр.